Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Это мое первое видео в этом году, и я надеюсь, что вы по мне соскучились так же, как и я по вам. Я просто уверена в этом, потому что уже многие мои постоянные зрители написали в разных комментариях к разным видео: «Лена, куда вы пропали? Все ли в порядке?» Девочки, все в порядке. Я просто решила сделать небольшую передышку, потому что для меня это возможно только в январе, потому что потом начнется еще и дачный сезон. Конечно, хотелось бы наделать видео впрок, чтобы когда начнется дачный сезон, спокойно работать, делать все дачные дела, а видео у меня уже на это время были подготовлены. Но решила отдохнуть, потому что такое состояние, вроде и идеи есть, и вроде и дело любимое, я люблю и рукодельничать, и шить, но как-то вот лень, как-то не хочется, поэтому решила сделать небольшую передышку. Я, кстати, хотела поговорить о субтитрах, потому что у меня мои подписчики и зрители, такого возраста уже 55+, и там даже 65+, очень много, около 40% 65+. Поэтому я думаю, что не все прям вот со своими гаджетами очень хорошо разобрались. Но это вот касается YouTube, потому что субтитры только в YouTube. И, девочки, если они у вас автоматически включились и мешают смотреть, потому что бывает очень часто, говорят люди, что они включены, и из-за этого закрывают часть экрана и не видно. Переместите их в другое место. Переместить я их не могу, но вы можете их отключить. Или проблемы со скоростью воспроизведения, вам кажется, что я очень быстро, мне даже одна написала: вы что там, хвастаетесь или учите? Но я не учу, и не хвастаюсь. Просто вы можете сделать скорость воспроизведения или отключить, или включить субтитры в настройках. В уголке экрана вашего есть шестереночка, туда нажимаете, и там можно и субтитры, и скорость воспроизведения, и много чего еще разобраться и сделать под себя. Еще очень частый вопрос мне задают в комментариях: какими нитками я вышиваю. Я специально в этом видео решила показать, хотя я почти в каждом показываю. Это вязальные тонкие нитки из мерсеризованного хлопка. Я пользуюсь, это фирма Коко, но иногда люди смотрят из других стран, и там нет этой фирмы. Имейте в виду просто, чтобы это был мерсеризованный хлопок. Это такая обработка, что трение нитки меньше, и ими удобно вышивать. Я иногда использую мулине, но мулине сильно дороже получается по сравнению с этими. Чтобы такой же толщины получилась нить, это надо полностью все сложения мулине использовать. При этом все сложения, там длина нитки получается от 8 до 20 метров. У меня в магазине, где рядышком, продаются 15-метровые. И при этом они получаются достаточно дорогие, потому что вот эти вязальные, там 240 метров, хоть обвышивайся. Девочки, я обещала в январе сделать распаковку тканей, обрезков ткани из ателье, которые мне подруга отдает. Но в этот раз у меня полмешка, она отдала еще в декабре, но я вот только-только до него добралась. И я не стала делать отдельное видео, потому что, во-первых, не всем нужно это видео с распаковкой, а во-вторых, в этот раз довольно-таки однообразные обрезки. В основном это ткань, обрезки ткани бифлекс. Вот такие вот стрейчевые ткани, обрезочки. Есть мелкие кусочки, есть покрупнее. Но опять же, попадается вот трикотажный кусочек, вот этот бордовый. Но в основном вот этот бифлекс и еще типа вот крепдышина искусственного такого. Вот такие вот. Прямо стопками целыми обрезки, достаточно крупные. Я не знаю, на что можно их потратить, но кому-то, может быть, понадобится. Разные цвета: голубые, синие, розовые. Вот. Я уже в предыдущих распаковках говорила, что я ничего никому не высылаю. Если вам такое нужно, и вы живете в Подмосковье или в Москве, и можете приехать забрать, то милости просим, я с удовольствием отдам. Таскать на почту такие тяжелые мешки с тканями и отсылать куда-то я не готова. Связаться со мной можно по электронной почте, она у меня в профиле
указано. Напишите письмо с названием «Распаковка», договоримся, когда вы сможете подъехать и забрать. Я вообще вот такие вот обрезки из бифлекса именно использовала, когда делала коврики, вот такие вот из шариков. Видите, я специально достала свой один коврик, показать вам, что можно сделать. Внутри шариков синтепон я пришивала на основу, но можно даже и без основы это все делать. Так что, если кому-то надо, приезжайте, забирайте. Я с удовольствием это все передам в добрые руки, совершенно бесплатно. И буду рада, если это кому-то пригодится. Вот у меня прям вот целый стол завален этими всеми обрезками. Приезжайте, забирайте. А я тем временем закончила вышивать. Я решила не все квадратики вышивать, только несколько. Они все равно придадут нормальный вид. Я делаю наволочку, но делаю наволочку такую вот стеганую. Я нижний слой сэндвича для наволочки уже приклеила строительным скотчем к столу. Точно по такому же принципу делаются лоскутные одеяла. Сверху укладываю синтепон такого же размера, но чуть-чуть побольше. У меня, видите, по краям там вот превышает. Можно было не так много оставлять. Короче, нижние два слоя синтепона и нижняя ткань должны быть чуть-чуть побольше, потому что при стежке крадется немножечко вот это вот расстояние. Чтобы не оказалось, что нам нижней части не хватило, нужно и делать ее чуть-чуть побольше, чем верхняя, основная. Вот, прищепила все три слоя булавками и снимаю скотч. Мне одной рукой неудобно, потому что в одной руке я держу планшет, на него снимаю. Но в результате справилась. И все, эту заготовку теперь можно переносить куда угодно, стягать как угодно. Можно простегать на машинке, но я решила, что я буду стягать вручную такими же нитками, как я вышивала коко. Светло-голубые, они выглядят как белые, но они светло-голубые. И я уже сделала наволочку. Смотрите, какая получилась красота. Мне хотелось, потому что подушка есть, она мне очень нравится, но она чуть-чуть жидковата. А за счет вот такой вот толстенькой наволочки она получится как раз той плотности, как мне нравится спать. Видите, такие пухленькие эти квадратики после стежки. Ручная стежка, конечно, очень красиво смотрится. Сзади обычная у меня бязь голубого цвета я сделала. Мне прям вот понравилось то, что я сделала. Я надеюсь, что вам тоже понравится. Просто я уже надела эту наволочку на подушку и уже подушку сначала поснимала, а потом положила. Я сегодня ночью буду на ней спать уже на новой. Класс! Просто вот и вышивка это так оживляет, красиво, хорошо. Конечно, когда спишь, не важно, но когда не спишь, очень здорово. Я надеюсь, что вам тоже понравилось это видео. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, конечно, кто не подписан. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.